Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Газовый пузырь скоро лопнет. В 2026 году рынок СПГ получит крупнейший прирост предложения за 7 лет. Помнится, США уже были причиной нефтяного кризиса, от которого отрасль отходила годами. А какова текущая динамика и не увидим ли мы падение цен на газ и СПГ, как было в пандемию? Ну, смотрите, мы как-то касались этой темы, касались в разрезе ближайших 5 лет, то есть так, до 2030 года. А здесь люди сели, подсчитали, сколько газа появится на рынке, сколько сжиженного природного газа появится на рынке в течение 2026 года. Получилась у них следующая картина. Мировой рынок, значит, СПГ расширится в 2026 году на 40 миллиардов кубических метров. Ну, то есть, если мы пересчитаем те объемы миллионов тонн, которые могут поступить на рынок, мы получим 40 миллиардов кубических метров. Это станет самым быстрым увеличением предложения с 2019 года. Ну, в общем, отчасти можно согласиться. Можно согласиться по той причине, что в 2019 году вброс на мировой рынок составил порядка 50-55 миллиардов кубических метров. И в 2019 году наступил газовый кризис. Многие его не заметили по банальной причине, прежде чем он разгорелся, знаете, во всю мощь. Он как-то плавно перешел в кризис 2020 года, на фоне которого 2019 год казался просто какой-то милой детской шалостью. А тем не менее, для газового рынка 2019 год действительно был довольно тяжелым. При том, что это был год, который, ну, в определенном смысле я бы назвал поворотным. Поворотным по той причине, что классическое заполнение подземных хранилищ газа, скажем, в Европе выглядит следующим образом. Летом цены на газ снижаются. И за счет этого снижения, точнее в период этого снижения, газ начинают активно закупать, закачивать в подземные хранилища. Компании, которые закупили газ, закачали в подземные хранилища, платят за хранение до момента начала отбора. И зимой, когда газ дорожает, начинают этот самый газ отбирать. Но что произошло в 2019 году? В 2019 году летом газ оказался дороже, чем последовавший за ним зимой. То есть летом газ закупали по 200-250 долларов, а зимой газ 200 долларов, 150 долларов, а потом и 100 долларов за 1000 кубических метров. На этом фоне, в общем-то, многие компании поняли, что схема старая уже не работает. По крайней мере, она не работает в 100% случаев, и необходимо как-то более осмотрительно подходить к закачке газа, что очень больно ударило по европейскому рынку уже в 2021 году, когда газ летом стал дорожать, и многие компании просто стали приостанавливать закачку, потому что, может ли зимой газ стоить дороже? Ну, то есть вы летом закачали по 300 долларов, хопа, газ стоит 400 долларов, 450. В конце августа он уже 600 долларов. И вы разводите руками и думаете, погодите, 600 долларов он в принципе никогда не стоил, по крайней мере летом. Это сколько он должен стоить зимой, чтобы его можно было продать в плюс? А давайте мы повременим, а еще лучше сейчас извлечем газ, который мы закачали в начале лета, и продадим его. Закачали по 300, продали по 600. Изумительно. Получили, практически в 2 раза больше денег. Почему практически? Потому что за хранение надо было еще все-таки заплатить. Вот. Там еще, знаете, всякие вещи типа налогов и прочего. Но все равно маржа потрясающая. Такой в принципе не было, и тут у вас вот такая прекрасная картина. При том, что, понятно, 2019 год возник... проблема 2019 года возникла не на пустом месте. Там и дело не только в том, что были проекты, были проекты по производству СПГ, о которых все знали, которых знали сроки их ввода в эксплуатацию. Нет, дело даже не в этом. А дело в том, что цены на газ колебались в течение предыдущих 5 лет в довольно широком диапазоне. А если взять чуть более широкий диапазон, лет 10, то мы увидим еще более существенные колебания цен на газ. И в этом плане, 2019 год возник, проблема 2019 года стала только лишь вершиной вот этого айсберга.
айсберга многочисленных реформ на европейском газовом рынке, передела мирового рынка, передела не в смысле, что кто-то берет и там, знаете, активно одной рукой тыкая в бочину конкурентам, второй рукой пытается побольше кусок пирога отрезать. Нет, нет, нет. Передел в том смысле, что появляются новые проекты, и вот таким вот образом, естественно, изменяются рыночные доли. Ну, то есть появились новые проекты в Катаре, появились новые проекты в Австралии, в Российской Федерации, и вот таким образом происходили колебания на этом самом мировом рынке. Плюс там были еще ряд некоторые события, которые нам сейчас не столь важны, тем более, что мы как-то вот проговорили про этот 19 год, про проблему 19 года, про осторожное поведение европейских, в первую очередь, европейских компаний в 21 году, потому что, ну как так-то? Не может же газ стоить $1000, ну это ж абсурд. А потом смотрят $2000 за 1000 кубов, хватаются за голову, говорят, мама родная, почему ж мы не дождались этого момента, сейчас можно было бы за 1000, за 2 уже, за $2000 продать газ, который купили по 300. Это же, ну, это просто мечта. Вот. Проговорили. А теперь 26-й год. Давайте занырнем туда. Действительно, новые проекты активно начинают вводиться с 26-го года, при том, что это тоже такая специфическая ситуация, это отражает довольно специфическую ситуацию и в Соединенных Штатах, и в ряде других регионов. Специфическая эта ситуация является по той причине, что ряд проектов были сдвинуты. То есть первоначально предполагалось, что бурный рост производства сжиженного природного газа начнется в 2025 году. И нет, это не связано с какими-то телодвижениями, которые предпринимал Байден. Я понимаю, что многие зацепились в свое время за решение Байдена приостановить выдачу новых разрешений на строительство объектов по производству сжиженного природного газа. Там, правда, были приписки «пока мы не проведем необходимый экологический мониторинг» и бла-бла-бла-бла-бла. Вообще с этим не было, это все связано. В 2025 году все проекты, которые получили разрешение до введения запрета на выдачу разрешений, их все уже строили, они должны были вводиться с 2025 года, но по ряду причин значительное количество этих объектов было немножко сдвинуто, как говорится, ну, на чуть более отдаленную перспективу. При том, что в 2025 году мощности по производству сжиженного природного газа в Соединенных Штатах выросли, но они выросли не так значительно, как предполагалось, и большая часть этого дополнительного роста, этого, ну, в принципе, этого роста, была, по сути, съедена ростом спроса, как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в Европейском Союзе. При том, что в Европейском Союзе рост спроса был обеспечен, во-первых, прекращением транзита российского газа через Украину, а во-вторых, ну, частичным восстановлением спроса на газ вообще. То есть там не только электроэнергетика, а то тут я видел, люди бегали по комментариям, говорили, да что вы там электроэнергетика просто. В период, когда меньше электричества производится ветровыми электростанциями. Большое спасибо, что рассказываете, это очень интересно. Вот впервые об этом, конечно же, слышим, но там кроме электроэнергетики еще и промышленность подавала признаки жизни. Не вся, но некоторая часть промышленности признаки жизни подавала, и ей надо было больше газа, вот она больше газа закупала, больше газа приходилось импортировать. В 26 году возникает вопрос, точнее на 26 год возникает вопрос, вот эти дополнительно 40 миллиардов кубических метров, мир их съест или нет? Более того, этот вопрос является частью гораздо более широкого вопроса. Вопрос можно сформулировать таким образом. К 30 году по сравнению с 25 будет 250 дополнительных миллиардов кубов или 331 дополнительный миллиард кубов. По оценке Европейской комиссии, дополнительное предложение сжиженного природного газа в пересчете на регазифицированный объем составит 250 миллиардов кубических метров. Поэтому, кстати, мы довольно часто оперируем именно этой величиной, потому что, ну как, вот Европейская комиссия, она же что-то там себе планирует, она же какие-то документы составляет, и вот там фигурирует эта величина. Ну, они же не с потолка ее взяли. Ну, наверное, да. Наверное, не с потолка. Но если посмотреть на данные форума стран-экспортеров газа, это организация, которую периодически напрасно, но это красиво звучит, называют газовым ОПЕК. Ну, для понимания роли этой организации. По большому счету, эта организация скорее такой пока что клуб по интересам, который еще и статистику собирает, за что мы, конечно же, форуму стран-экспортеров газа глубоко благодарны. Однако, в рамках этой статистики фигурирует величина
240. Но не миллиардов кубических метров, а миллионов тонн. А миллионов тонн мощностей по производству сжиженного природного газа должно, ну, это величина, на которую должно измениться количество мощностей по производству сжиженного природного газа с 25 по 30 годы. Если пересчитать, ну, получается где-то 331. Ну, хорошо, округлим, 330 миллиардов кубических метров. Понятно, что на полную мощность ни один из этих объектов работать не будет. То есть, вот 100% времени работать на полную мощность, потому что, ну, хотя бы надо на профилактику останавливать. Ну, а кроме того, может быть, не на 100% обеспечены эти мощности контрактами. Такое тоже бывает. Если у вас контрактами обеспечены 70-80%, этого, в принципе, уже достаточно, чтобы запускать завод и иметь некоторый лак для того, чтобы либо продать дополнительные объемы, ну, либо там какие-то форс-мажорные обстоятельства, возникающие, преодолевать. Вот. В этом плане величина в 330 миллиардов кубических метров не в полной мере конкурирует с величиной в 250 миллиардов кубических метров, про которую говорит Европейская комиссия. Но и та, и другая величина – это очень много. Самое главное, что это очень много. И даже если 40 миллиардов кубов – это правильная оценка прироста предложения на 2026 год, это получается, что в 27, 28, 29 и 30 годах, то есть за 4 года, у вас дополнительное предложение минимум на 210 миллиардов кубических метров увеличится, ну, исходя из существующих объемов. А может быть на 290 миллиардов кубических метров. Понятно, 290 это такая какая-то запредельная величина, и вряд ли мы ее увидим, но тем не менее, это то, к чему, опять же, надо готовиться. Готовиться в каком смысле? Да в том смысле, о котором мы говорим уже года 3 на этом канале, а именно, что может быть избыток предложений, может быть связанный с ним кризис перепроизводства. Притом я очень сильно сомневаюсь, что кризис перепроизводства случится в 2026 году. Завершая весь этот вот спич, я резюмирую, что в 2026 году, скорее всего, избытка не будет. Его съедят рост спроса в Европе и замещение российского газа в Европе же. Плюс ко всему будет рост в Азии, в первую очередь в Китае, ну и в ряде других стран, в той же самой Индии, скорее всего. Однако вот какой момент. Я на будущее закину мысль, что если основные экспортеры американского газа в Европе, ну, то есть те, кто везут американский газ в Европу, это местные же компании, то интересно, кому выгодно, чтобы цены на газ не обваливались? Это так, если мы про кто выгодно, какие вот, знаете, вот эти вот хитрые схемы существуют, кто как кого пытается там, какие рынки захватить, то кому, оказывается, выгодно, чтобы цены не падали в Европе, чтобы какие-то поставщики ушли, а вот для товара, который везут вот эти, чисто европейские, европейские компании, чтобы для них вот доля рынка оставалась открытой, а кризис перепроизводства смещался во все более отдаленное, неопределенное будущее. Для кого? Закинем удочку и, может быть, потом об этом как-нибудь поговорим. А то у нас все любят конспирологию, но конспирологию любят как-то на уровне каком-то таком так себе. На сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова, подписывайтесь на канал Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты, по которым можете финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Да, дорогие друзья, нефтегазовая игра называется телеграм-канал. А то Максим просто говорит, на телеграм-канал Александр. Ну, нефтегазовая игра. Вот на него и подписывайтесь. На сегодня все.